Что запретят в Испании в 2026 году? Какие изменения нас ждут впереди? Это очень интересно. Друзья, всем привет! С вами Татьяна Алексей, канал «Мы в Испании». Всем привет! Первая тема, для кого-то это будет важно, для кого-то не очень, но нам вселяет надежду, что все будет хорошо и все будет у всех комфортно. А тема эта связана с курением. Курение и вейпы. В Испании разработан крупный антитабачный закон. Правительство одобрило его в 2025 году, и он предполагает значительные расширительные какие-то мероприятия, запрет на курение и вейпинг. Вот я прямо читаю, чтобы не переврать вам ничего по ходу пьесы. Новый закон приравнивает электронные сигареты, устройства для нагревания табака, никотиновые пакетики, кальяны и другие альтернативы к обычным сигаретам. Курение и вейпинг будут запрещены, знаете где? На террасах кафе, ресторанов, соответственно, на пляжах, спортивных, культурных зонах, детские площадки, школы, университеты, на остановках транспорта, общественные разные места, зоны ожидания, больницы, образовательные учреждения и так далее. Также закон вводит запрет на продажу одноразовых вейпов, ограничивает рекламу, соответственно, продвижение, все это. Ну, в общем, вот такие вот вещи ждут в 2026 году. Как вы думаете, это хорошо или это плохо? Ну, я на самом деле абсолютно с этим солидарен и согласен, что это нужно запрещать, потому что вот лично я, испытывая некоторые аллергические реакции, в том числе на курение вейпа, очень сильные в последнее время, и совсем недавно в очереди молодая испанка, мадам, ну, может быть, испаноговорящая, скажем так, мадам закурила вейп, причем с таким, пахл так неприятно, с таким да? ярким запахом табака, но это явно был синтетический запах табака. Мне прям дыхание перекрыло, и я ушел из этой очереди. Согласна. Мы должны помнить о том, что есть аллергики, астматики. И вообще, я думаю, что там, где присутствуют другие люди, в общественных местах все-таки это действительно нужно ограничивать. И впервые поставлен под запрет сам факт курения несовершеннолетними, не только продажи им табачных изделий, ну, в принципе, сам факт. Так что вывод: курить и пользоваться вейпами на улице, на террасах, пляжах, в большинстве общественных зон будет запрещено. Закон еще окончательно не вступил, обычно нужно, чтобы одобрил парламент, но уже принято предварительное одобрение. Как ты всегда говоришь, где заканчивается свобода? Где начинается свобода другого человека, там заканчивается ваша, наша свобода. Да. То есть нужно не мешать людям другим. Фигура вторая – самокаты. Ну, в общем, если без шуток, то электросамокаты со 2 января 2026 года вступают в силу новые правила для электросамокатов. Об этом уже много слышали, пытались как-то их урегулировать немножко. Реально водителям они создают помехи. Так вот, это будет по всей Испании. Новые правила электросамокаты, которые одноместные, моторизованные на колесах, должны будут иметь обязательную гражданскую страховку, чтобы быть допущены к вождению. Также необходимо зарегистрировать самокат в ДХТ, иметь удостоверяющий документ, на корпусе идентификационный знак, номер. И самокаты должны удовлетворять техническим требованиям. Что важно, если он будет весить менее 25 килограмм, то максимальная скорость будет до 25 километров в час. Вот. Прогнал. Ну, я хочу сказать, это очень правильно, потому что на самом деле просто проблема не в том, что они мешают водителям, а то, что тот, кто управляет этим самокатом, они не совсем знают правила дорожного движения. А по испанским правилам тот, кто управляет самокат, он является таким же водителем, как и водителем автомобиля. То есть, соответственно, он должен ехать не по тротуарам, не по паркам, а должен ехать по обычным дорогам. В том числе и водители тоже, многие не знают этих правил и думают, что самокат не должен ехать по дороге, некоторые сигналят им. Вот. И если учитывать те правила, которые сейчас уже есть, в которых очень хорошо прописана и световая сигнализация, и шлемы, и безопасность, которую должны использовать, средства безопасности, которые должны использовать водители самокатов. И основное, что они должны ездить по тем же правилам, по которым ездит и автомобиль. Так вот, про скоростной режим я быстренько продолжу. Если менее 25 килограмм,
весит самокат, то до 25 км в час он может двигаться. Если больше 25 килограмм, то будет разрешено только до 14 км в час, потому что иначе можно просто кого-то Вес сильно большой травмировать. такой. И за движение, самое главное, смотрите, за движение без страховки, без регистрации или с самокатом, который не соответствует техническим требованиям, грозят штрафы до 1000 евро. И, Существенно. возможно, изъятие транспортного средства. Как-то так. Какой из этого вывод? А вывод такой, что владеть и ездить на электросамокате станет чуть сложнее. Это будет возможно, но чуть сложнее. Понадобится регистрация, страховка, соблюдение технических условий, правил дорожного движения, о которых Алексей сказал. Все это направлено, конечно же, на повышение безопасности всех участников дорожного движения, в том числе и пешеходов, которые идут по дорожке. Ну и, как говорят, в любой стране самый ненавистный участник дорожного движения – это велосипедист. Он не платит налогов, он не пользуется врачами, потому что он все время здоровый, то есть все время подтянутый. Он не пользуется спортивным залом, потому что он занимается спортом на своем велосипеде. Так что, друзья, пересаживаемся на велосипед. Vamos. Третья новость, что будет изменено, не запрещено, а наоборот внедрено. И все уже знают про маячок для авто, замена аварийным треугольником. Знак В16. Да, UV16. С 2026 года в Испании будет введен обязательный сигнальный маячок. Собственно, UV16. Мы сейчас разместим, как он должен выглядеть. Вместо привычных аварийных треугольников при остановке на дороге из-за поломки или аварии. Но это правило, часть мер, опять-таки, как говорят, по повышению безопасности на, соответственно, дорогах. И как говорили, что он заметен на большом расстоянии и лучше информирует других водителей о наличии препятствия. Вот так это или нет? Ну, я бы как водитель сказал, что на трассе вообще на самом деле маяки ввели уже в прошлом и в позапрошлом году уже продавались маяки, но он без GPS, да? Да, без GPS, без привязки к координатам. И могу сказать, что частенько видно, стоит автомобиль, особенно в дневное солнечное время, то есть стоит маяк, но вылетаешь на АП-7 на высокой скорости из поворота, и стоит машина, в которой этих маяков абсолютно не видно. То есть, когда стоит знак, конечно, уже люди привыкшие, все это бросается в глаза. А маячок ночью, да, то, что он будет регистрироваться системами, показывать на карте поломанный автомобиль, это да, это безусловно плюсы, потому что многие в Испании пользуются такими приложениями, как Google Maps, да. Но появляется вопрос. В Испании очень много автомобилей, которые приехали из других регионов, из других стран, имею в виду Европы. И, соответственно, этот закон действует только в Испании. И получается тут такое... Не будет ли путаницы у водителей? То есть одни это должны иметь, другие не должны. Ну, не знаю, ситуация спорная, поживем и увидим. Но мне еще не нравится, что он достаточно большой такой стоимости, относительно большой. 47 евро встречается вот такая цена. Может быть, где-то дешевле. Следующее какое-то изменение тема, но это касательно автомобилей. То есть многие уже знают, что в Испании действует система экологических наклеек на автомобиль. У кого-то С, Б, 0, там Эко. Вот. Но будут изменения в 2026 году и по поводу этого. Что же произойдет? А с 2026 года ДХТ вводит пересмотр правила присвоения наклеек. То есть критерии, по которым будут присваиваться там Б, С, 0, Эко для автомобилей, они станут строже. Особенно это касается новых автомобилей. Как разъясняют те наклейки, те автомобили, которые уже имеют наклейки, они как бы останутся вот в этой категории. А новым автомобилям будут присваиваться уже категории в более таком строгом формате. Сейчас немножечко я вам об этом расскажу. Метка 0, наклейка 0, вы встречали, наверное, да? То есть до 2026 года это был полностью электрические, гибридные, с достаточным запасом автомобили. Но что же будет с 2026 года? Требования меняются, и поэтому это теперь будут только электрокары, водородные машины и подключаемые гибриды с запасом хода от электропривода не менее 90 километров. Раньше было 55. Эко, то же самое. Ну, я не буду читать, что было раньше, но с 2026 года наклейку Эко будут получать, категорию Эко будут получать автомобили только гибриды.
и газовые, альтернативные, но с учетом стандартов выбросов. Евростандарты, реальные выбросы Ну и для по соответствия. категории С, наклейка С, это если раньше получали автомобили с бензиновыми двигателями, которые имеют экологический класс Евро-5, то сейчас стикер С могут получить автомобили с бензиновым двигателем только с Евро-6. И стикер Б, автомобили, которые раньше получали с Евро, по-моему, 2-3 до 4, то теперь они должны с 2026 года иметь не ниже Евро-4. То есть выхлоп, дополнительные впрыск, скажем так, мочевины, то есть все, что снижает выбросы и таким образом снижает экологию выбросов автотранспортного средства. Значит, что в этом смысле? В городах, где есть знак, как это, ЗБЕ, да, например, крупные жилые города более 50 тысяч жителей, машины без метки или с низкой меткой могут лишиться права въезда. То есть, можешь пояснить? Зона баху эмиссион, да, там, где могут въехать только автомобили, у которых есть эта наклеечка, стикер, и причем они тоже разделяются, где-то могут А, Б, С, Д, там, да, все въезжать, а где-то может быть только Эко, допустим, центр Мадрида, там есть зона, которая нарисована прям у тротуара, куда не могут въезжать другого класса, даже если имеете стикер автомобиля. И вот такой пример тоже мы нашли в интернете, в частности в регионе Каталония с 2026 года для машин с меткой Б начнут вводить ограничения при превышении порогов загрязнения, а к 2028 году уже полное запрещение с меткой Б машин во все вот эти зоны с ограниченным ЗБЕ. Ну, я сейчас поясню. Метка Б – это как раз-таки автомобили с дизельным двигателем. То есть, получается, если вы решили сейчас приобрести автомобиль именно с дизельным двигателем, то через пару лет вы можете столкнуться с проблемой, что вас просто не будут пускать в центр города. Или это будет стоить штраф, который сейчас составляет порядка 200 евро. Ну и вообще, водители, проверьте сначала свои наклейки тоже, то есть что рекомендуют тоже, какая метка у вашего автомобиля, чему все это соответствует. Возможно, после 2026 года при смене владельца, как говорят, вот если вы продадите этот автомобиль, то уже вот эта меточка у автомобиля может поменяться. Да. Такую тоже информацию говорят. А где можно получить, мы уже говорили в своих роликах, это можно либо заказать, получить на почтовом отделении Кареус, либо при прохождении очередного ИТУВИ. В пункте ИТУВИ стоит недорого, там от 5 до 8 евро в зависимости, где-то дают в качестве бонуса за то, что вы посетили ИТУВИ. Так что смотрите, читайте, смотрите какие-то акции, но в любом случае наклеечку лучше приобрести. А для кого это критично? Критично для тех, кто часто заезжает в центры крупных городов и, может быть, работает там или нужно по каким-то моментам, или живет там, то есть по каким-то причинам нужно постоянно вводить детей в школу на машине. Вот для этих людей, конечно, это становится критичным, поэтому учтите это. В 2026 году, то есть с 2026 года будут все больше и больше закручивать гайки в сторону, наверное, электромобилей, гибридов заряжаемых с большим запасом хода. Водородные двигатели. Водородные, да, двигатели. Вот как-то так. Что же еще у нас запретят в Испании в 2026 году? Вернее, не совсем запретят, но будут какие-то изменения. Это пункт, связанный с рыбалкой. С морем? Конечно же, рыбалку полностью не отменят и не запретят, но будут какие-то такие ограничения. А именно, с 2026 года все, кто занимается любительской морской рыбалкой, обязаны будут декларировать каждый свой улов через специальное мобильное приложение. Без этого будут тоже грозить штрафы. Что ты еще дополнить хотел? Я хотел дополнить, что не только улов, но само посещение. То есть, если вы собрались идти на рыбалку, вы уже должны в приложении отметить, что вы вышли на трассу. А поймали или нет, вы должны тоже прописать, что рыбалка удалась или не удалась. Для чего это делается? Скорее всего, хотят просто контролировать именно экосистему, узнать, сколько вообще люди добывают рыбы и сколько ее осталось еще, насколько ее хватит.
Вот, скорее всего, из-за этого. Как написано в пресс-релизе, что в самом приложении можно будет приобрести лицензию. Сейчас, кто приобретал лицензию, сталкиваются с минимальными трудностями, то есть нужно какие-то действия сделать, где-то там зарегистрироваться, оплатить ТАССу, то есть все это можно будет сделать из этого приложения. Ну, в принципе, То есть есть как свои минусы, так и какие-то плюсы. Да. В принципе, это развитие. Но еще раз повторюсь, вообще европейские, евросоюзные страны, они такие консервативные, и все это входит очень медленно, весь прогресс, он идет очень такими мелкими шагами. Но в любом случае нас это радует, что есть какие-то положительные изменения. Да. Последняя новость, не будем там в приметы какие-то верить, и это возможная отмена перехода на летнее и зимнее время. То есть вот постоянно, когда двигают нам часы, нам тяжело вставать, идти на работу, там, на учебу или там делать йогу с утра в другом режиме временном. Извините секунду. И испанское правительство намерено предложить ЕС отменить вот такой перевод часов туда-сюда на зимнее и на летнее время, начиная с 2026 года. Если это предложение будет на ЕС принято, то вот такое вот движение хаотичное туда-сюда часов прекратится. И нам станет легче, наверное, немножечко вставать нашим организмом. Ну, мы прекрасно знаем, что самый лучший индикатор – это сама природа, и мы летом наблюдаем в одно и то же время над нашим домом пролетает стая фламинго. Точно. И Экзактно. когда переводят время, а фламинго летает по старому времени, и поэтому, наверное, они все-таки умнее, биологически у них часы настроены на один ритм, а человек, когда 2 раза в год приходится ломать этот ритм, перестраивать, там, начинать есть не в то время, ложиться не в то время, то есть… Потом болезни, иммунитет Да-да-да, снижается. так что я думаю, что часы переводить не нужно. Усталость. Пишите, как обычно, вот там под видео в своих комментариях. Также вы можете стать спонсором нашего канала, нажать на кнопочку «Стать спонсором». Можете просто поддержать лайком, дизлайком, я не знаю, чем хотите. Захайпить канал. Да, поделиться с друзьями, захайпить. Есть там тоже такая, это бесплатная функция, просто захайпить канал. Да, поставить лайк и посмотреть, какой у вас значок будет. Я вот обратил внимание, Они что разные. они все время разные. Раньше был салютик, но сейчас Да, появились есть, разные такие не значки. буду рассказывать, но вы там напишите в комментарии, у кого что появилось. Да, ну и на этом все, наверное, дорогие друзья. Всем удачи, добра. Хорошего Чао. настроения, потанцуем танец. Не буду говорить. Все. Пока-пока. Пока-пока.